Думаю, этот диалог знаком многим дизайн- и арт-директорам, которые занимаются наймом сотрудников. Почему вообще такие диалоги возникают? Начнем с того, что тренд под названием Data-Driven Decision Making, или, другими словами, принятие решения на основе данных, пришел уже давно, но с каждым годом он звучит все громче. И мы можем видеть его в довольно свежем отчете от Axiom Insights, которые занимаются исследованиями и предсказаниями трендов в мире маркетинга. Компании все больше доверяют данным и все отчаяннее пытаются угодить и подстроиться под аудиторию, создав наиболее персонализированные предложения. Но что происходит с креаторами и дизайнерами, когда машины встают на их место, не оставляя пространства для эмоций и экспериментов? Верно, происходит обезличивание дизайна. Нужно признать, мы обезличили дизайн, подвергнув его таким вещам, как псевдонаука, основанная на показателях и культуре подражания. Продукты, над которыми мы работаем, тщательно контролируют, оптимизируют, отслеживают и правят, причем больше, чем раньше. Решения дизайнеров внимательно изучают менеджеры, маркетологи, исследователи, бизнес-аналитики и даже клиенты, применяя целый арсенал показателей и метрик. Интерпретации исследований, гипотезы клиентов или руководителей берут верх над опытом дизайнера, интуицией и разумом. Показатели влияют на интерфейс настолько, что он становится их воплощением. Здравое мышление отходит на второй план, его приоритет уменьшен. Таким образом, мы получаем очередной шаблон, который подходит для любого клиента, а затем переходим к следующему компоненту системы. Интерфейсы создаются как будто под общим знаменателем. Разработка дизайна интерфейсов стала похожа на конвейер. И дело тут в том числе и в бесконечных повторах, подражаниях. Зачем придумывать что-то новое, когда есть уже проверенные решения, уже отработанные тренды? Таким образом, идеи дизайна переходят от одной организации к другой. Они становятся общими для целой отрасли. Выдвигаются черные и белые стандарты и определяются наилучшие для всех тенденции и шаблоны. Зачем пробовать что-то новое, когда кто-то другой уже придумал, протестировал и показал хороший результат? Данные врут нам. Они заставляют нас думать, что мы знаем, через что проходит пользователь, работая с нашим продуктом. На самом деле не учитываются физические возможности, эмоциональное состояние, окружающая среда, социально-экономический статус или любые другие людские факторы, кроме возможности нажать на правильно окрашенные кнопки в нужном порядке. Даже если дизайн машины могут учитывать демографические особенности, они никогда не смогут определить их уникальные комбинации, которые различны для каждого человека. Мы не можем полагаться лишь на данные, а те, кто так делают, рассматривают человеческие чувства с точки зрения робота. Вот где заключается наша с вами сила. Когда мы перестанем заниматься бесполезным делом и признаем, что никогда точно не сможем понять, что происходит в голове других людей, мы сможем посмотреть на дизайн интерфейсов с новой стороны. Вместо того, чтобы безрезультатно пытаться сделать счастливым каждого пользователя, мы можем вникнуть в контент и прислушаться к его сердцебиению. Мы можем дать контенту возможность представлять интерфейс. В моем понимании дизайн – это коммуникативная практика, продуктом которой является послание, воплощенное в объекте, а целью – произведение впечатления на другого. Если так подходить к дизайну, основным окажется вопрос, каким образом создается продукт, способный произвести впечатление. Подход к дизайну от контента означает, что мы полностью признаем, что каждый его трактует по-разному. Мы больше не гонимся за хорошими показателями, вместо этого мы размышляем над тем, как преподносить каждый элемент контента, чтобы дизайн отображал его сущность. Контент должен взывать к тем, кто может его осознать, к целевой аудитории. Дизайн-продукт – это не просто функциональный и эстетичный продукт или, не дай бог, предмет потребления. Нет, это не предмет потребления, это некий внешний импульс, который должен вызвать у другого отклик, дать другому новый интеллектуальный и эмоциональный опыт и так изменить его. Два слова «со» и «бытие», то есть соучастие бытию, присутствие в бытие, быть в бытие. Что значит быть в бытие? Это значит быть во всей своей полноте, осознавать, что происходит, чувствовать себя как нечто целостное. То есть событие – это момент опамятования, осознания. Вот на самом деле дизайн как раз дает возможность человеку, испытав впечатление, попасть в этот просвет бытия, попасть
вот в это событие. Да, конечно, может быть, это событие невеликого масштаба. То впечатление, которое производит на нас произведение искусства, оно более грандиозно. Да, дизайн дарит нам маленькие события, маленькие радости, но из них тоже состоит наша жизнь.